Привет, на связи Михалыч, а в этом видео я покажу вам, как сделать простейший арматурогиб из досок. Причем по функционалу и скорости работы он не уступает покупным. Поверьте мне, я знаю, что говорю, так как я при помощи этого простейшего арматурогиба с легкостью смог нагнуть хомутов для фундамента, длина опалубки которого составляла 80 погонных метров. Причем арматуру я использовал десятку, и этот арматурогиб не сломался. А это видео, думаю, будет для вас полезно, если вы начинаете строительство дома, либо же любых хозпостроек, забора, под которые требуется выставить опалубку и залить фундамент. Тем, что вы сэкономите деньги и время на поиски и покупку арматурогиба, который в будущем вам после заливки фундамента уже не пригодится. А данный арматурогиб собирается из обычной доски, который после завершения всех работ легко демонтируется, и доска используется еще в других целях. Ну, собственно, вот он сам станок для гнутья арматуры. Это старый стол, как видите, небольшой щит из 3 досок, в конце прикручена доска, и здесь несколько досок определенного размера. Размер этот взят неспроста, я сейчас вам обо всем расскажу. Перед тем, как собирать такой арматурогиб, вам уже нужно будет знать, какого размера у вас будут хомуты, чтобы высчитать размер вот этих 2 небольших досок, и также чтобы знать, на каком расстоянии прикручивать ту дальнюю доску. Но об этом мы сейчас с вами поговорим поподробнее. Здесь, как вы можете видеть, я использовал щиток из 3 досок, сверху накрутил 2 доски потолще. Также еще я взял вот такие уголки, это 30-й уголок, 3 толщиной, ровность особо значения не имеет, но главное выставить его так, как вы сейчас видите на своих экранах. Он должен хотя бы на полсантиметра выглядывать за вот эти доски. И смотрите, вот это расстояние я взял неспроста. Это внутренняя часть размера хомута. Вот посмотрите, уже изогнутый хомут. И вот как раз таки вот это вот расстояние является длина той небольшой доски. А из арматуры я гнул вот такие пешки, а не полноценный хомут, дабы сэкономить на арматуре. Я думаю, вы знаете, что арматура продается 12 и 6-метровыми прутами, а в основном под доставку идут 6-метровые пруты, то я распускал 6 метров пополам, получал арматуру длиной 3 метра. Глубина опалубки с надземной частью у меня составляла 1,50 м, но я думаю, вы же знаете, что для арматуры сверху нужно давать защитный слой как минимум 3 см, я давал 5 см, а снизу я давал защитный слой 10 см. Соответственно, 1,50 м минус 15 получается одна сторона 1,35 м. Берем 2 стороны хомута, получается 2,7 метра. И внутренняя часть как раз получается 30 сантиметров. И таким образом получается, я нарезал и нагнул арматуру, что у меня совершенно не было остатков и отходов. А нижнюю часть я вязал вот таким вот образом, чтобы затем внизу укладывать арматуру. А 2 уголка нужно для того, чтобы арматурой не разрушалось дерево. Закручено, как вы видите, на 4,75 самореза. А вот эта вот длина взята тоже неспроста. Это как раз таки и есть вот эти вот 1,35 сантиметров до этой части. И сейчас я вам продемонстрирую, как я гну такие хомуты, чтобы вы понимали, о каких размерах шла речь. Вот посмотрите, собственно, нарезанная арматура, она 3-метровая. Я вставляю ее между 2 уголков, расстояние между ними в моем случае составляет 15 мм, чтобы можно было гнуть и более толстую арматуру. Пододвигаю четко до вот этой вот доски, которая прикручена в конце, и на таком расстоянии она была установлена неспроста. Под низ я подкладывал арматуру 8-очку, можно что угодно подложить, это нужно для того, чтобы засунуть трубу. Трубу я использовал толстостенную, 3-миллиметровую, чтобы с ней ничего не произошло. И вот видите, арматура уперта, труба нормально заходит до самого уголка, и теперь с приложением небольшого усилия, а это арматура десятка, главное, чтобы рычаг был подлиннее, труба должна быть хотя бы метровая, мы делаем изгиб, и у нас получается 90 градусов угол. Здесь также, видите, я изгибаю и получаем 90 градус. Если немножко не догнули, можно просмотреть и подогнуть еще чуть побольше. И как видите, получается ровный хомут. Ну а если есть вот такая небольшая неровность, при помощи ноги мы спокойно выравниваем, и получается идеально изогнутый хомут. Ну а верхнюю часть мы изгибаем так же само, если вдруг у вас глубина фундамента меньше, чтобы получилась вот такая перегородка, и все закольцовываем. И вот посмотрите, все это было нагнуто при помощи данного арматурогиба. Причем это приблизительно 3-я либо же 4-я часть того, что мне еще предстояло нагнуть. И как вы могли видеть, гнуть на нем
Очень легко и просто. Главное правильно заложить в него свои размеры. И также собирать данный арматурогиб достаточно просто. Поэтому, если информация с данного видео была для вас полезна, обязательно поставьте лайк. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. С удовольствием на все отвечу. Желаю вам удачного дня. До встречи в новых видео. Пока.